1923 год по 2023 год. 1923 to 2023. 100 лет первому русскому православному приходу в Австралии. 100 years of the first Russian Orthodox parish in Australia. Первые русские эмигранты в Брисбене. Первые русские прибыли в Брисбен в 1850 году и поселились в районе Вулонгаба. Причины эмиграции были экономические. The first Russian immigrants arrived in Brisbane in 1850 and settled in the Woolloongabba area. The reasons for emigrating were economic. С 1917 года по 1922 год в Австралии был введен запрет на въезд русских эмигрантов. После отмены запрета в 1923 году в Брисбен прибыла первая группа русских беженцев из 66 человек, среди которых 57 уральских казаков под командованием генерал-атамана Владимира Сергеевича Толстого. From 1917 to 1922, an embargo was imposed on Russian immigrants from Australia. After the embargo was lifted in 1923, the first group of Russian refugees of 66 people arrived in Brisbane. Amongst them were 57 Ural Cossacks under the command of General Ataman Владимир Сергеевич Толстов. Уральские казаки – основатели Свято-Николаевского собора. The Ural Cossacks helped to establish St. Nicholas Parish. Уральские казаки в Квинсленде. Генерал-атаман Уральского казачьего войска Владимир Сергеевич Толстов. Под его руководством в 1923 году уральские казаки с семьями прибыли в Австралию. Ural Cossacks in Queensland. General Ataman of the Ural Cossack Army Vladimir Sergeyevich Tolstov. Under his leadership in 1923, the Ural Cossacks and their families arrived in Australia. Генерал-атаман Владимир Сергеевич Толстов с сыном Олегом в Месопотамии во время исхода из России 1921 год. General Ataman Vladimir Sergeyevich Tolstov with his son Oleg in Mesopotamia during the exodus from Russia 1921. Знамена Уральского казачьего войска. The banners of the Ural Cossack Army. Уральские казаки привезли с собой два знамени Уральского казачьего войска, которые с 1936 года до 21 сентября 2007 года хранились в Свято-Николаевском приходе, а затем были возвращены на родину. The Ural Cossack brought with them two banners of the Ural Cossack Army, which from 1936 until September 21st, 2007, were kept at St. Nicholas Parish and then were returned to their homeland. Атаман Толстов в Австралии у своего первого дома, сшитого из мешков. Ataman Tolstov in Australia next to his first home, sewn out of sacks. Казаки в Австралии на уборке сахарного тростника. Cossacks harvesting sugarcane. Уральские казаки и восставшие Ижевских и Воткинских заводов – первые прихожане Свято-Николаевского прихода, работавшие в Кардальба, 1930 год. Ural Cossacks and insurgents of Ijevsk and Votkinsk factories, the first parishioners of the St. Nicholas Parish, who worked in Cordalba, Queensland, 1930. Как жили и работали прихожане Свято-Николаевского прихода в 20-е годы 20-го столетия? How the parishioners of St. Nicholas Parish lived and worked in the 1920s. Прихожане Свято-Николаевского прихода на уборке сахарного тростника. On this slide, again we see parishioners of St. Nicholas Parish harvesting sugarcane, 1926.
Прихожане Свято-Николаевского прихода на строительстве железной дороги, 1928 год. Parishioners of St. Nicholas Parish at the construction of the railway, 1928. Прихожане собора с семьями на уборке сахарного тростника, палаточный поселок с домами из мешков, 1925 год. Again, parishioners of St. Nicholas with their families harvesting sugarcane. This was a tent settlement with houses sown from sacks, 1925. Как основали приход? Первые службы и первые священники прихода. How was the parish founded? The first church services and the first priests. Первым священником и основателем Свято-Николаевского прихода в Брисбене был протоиерей Александр Шабашев, настоятель с 1923 по 1929 год. The first priest and founder of the parish was Archpriest Alexander Shabashev. He was rector from 1923 to 1929. В первый же год прибытия в Австралию, в 1923 году, русские беженцы основали на Пятом континенте первый русский православный приход в Австралии, Свято-Николаевский приход в Брисбене. In the very first year of their arrival in Australia, the fifth continent, in 1923, the Russian refugees founded the first Russian Orthodox parish in Australia, St. Nicholas Parish in Brisbane. Вклад австралийцев в открытие русского прихода в Брисбене. Дэвид Гарланд сыграл важную роль в создании первого русского православного прихода в Австралии. По его просьбе брисбенский архиепископ Джеральд Шарп дал разрешение русской общины организовать церковный приход. Гарланд принял личное участие в покровительстве и развитии православного Николаевского прихода в Брисбене. Australian contribution to the opening of the Russian parish in Brisbane. David Garland played an important role in establishing the first Russian Orthodox Church in Australia. At his request, Brisbane Archbishop Gerald Sharp gave permission to the Russian community to organize a parish. Garland took a personal part in the patronage and development of the Orthodox St. Nicholas Parish in Brisbane. Участок с домом по адресу 344 Валчер-стрит, Вулунгаба, купленный в 1925 году для Свято-Николаевского прихода. Here is the lot with a house at 344 Vulture Street, Wollongabba, bought in 1925 for St. Nicholas Parish. Подвиг храмостроительства. The labors of church building. Протопресвитер Валентин Антониев, настоятель Николаевского прихода с 1932 года по 1961 год. Protopresbyter Valentin Antoniev, rector of St. Nicholas Parish from 1932 to 1961. Григорий Сергеевич Миханошин, архитектор. По его проекту было построено каменное здание Свято-Николаевского прихода в 1936 году и изготовлен иконостас. Григорий Сергеевич Миханошин, architect. According to his design, the stone building of St. Nicholas Parish was built in 1936 and an iconostas was constructed. Члены строительного комитета 1933 год по 1936 год. Members of the building committee 1933 to 1936. Иконописцы Свято-Николаевского прихода с 26 по 56 год. The icon painters of St. Nicholas Parish from 1926 to 1956. Первые церковные деятели прихода, первый регент прихода. The first church workers of the parish. The first choir master of the parish.
Дмитрий Константинович Анисимов. Дмитрий Константинович Анисимов. Петр Иннокентьевич Стуков, псаломщик и первый корреспондент Свято-Николаевского прихода. Peter Innocentievich Stukov, the psalm reader and the first correspondent of St. Nicholas Parish. Новости Квинсленда от 3 декабря 1929 года сообщали о создавшемся русском хоре в Брисбене. The Queensland News of 3rd of December 1929 reported on the formation of a Russian choir in Brisbane. Хор «Русская песня», созданный учителями и родителями учеников приходской школы. Фото снято перед рождественским выступлением в 1930 году. Дмитрий Анисимов, первый регент, стоит первым слева. The choir Russian Song, created by teachers and parents of students of the parish school. This photo was taken before a Christmas performance in 1930. Anisimov, the first choir master, is pictured first from the left. Приходская и общественная жизнь прихожан Свято-Николаевского прихода в 40-е и 60-е годы 20-го столетия. Parish and social life of the parishioners of St. Nicholas Parish in the 40s and 60s of the 20th century. Прихожане с детьми во время празднования Рождества 1942 год в русском клубе на Stanley-Street. Parishioners with their children celebrating Christmas 1942 at the Russian Club on Stanley-Street. Праздник Святой Троицы при церковном зале Lotus Hall, ныне русский общественный центр Квинсленда, 1956 год. Feast of the Holy Trinity at the church's Lotus Hall, now Queensland Russian Community Center, 1956. Свято-Николаевская церковно-приходская школа. St. Nicholas Church Parish School. Учителя и учащиеся школы, 1927 год. Teachers and students of the parish school, 1927. Ученики школы, 1932 год. Students of the school, 1932. Школа в 1933 году. The school in 1933. Ученики школы во дворе прихода, 1959 год. Students of the school in the parish courtyard, 1959. Новые проекты Свято-Николаевского прихода с 2000 по 23 год. New projects of St. Nicholas Parish from the year 2000 to 23. Проект «Колокола» 2012 год. Освящение колоколов, прибывших из России, совершает настоятель собора протоиерей Гавриил Макаров. The Church Bells, 2012. Father Gabriel Makarov, the rector, blessing the bells. Проект «Роспись собора», 2013 год. На фотографии иконописцы из Санкт-Петербурга с настоятелем прихода. The new project, the frescoing of the cathedral, 2013. On the photograph, icon painters from St. Petersburg with the rector of the parish. Установка иконостаса, 2014 год. The installation of the iconostas, 2014. Проект «Крестильня», 2015 год. На фотографиях прицерковная лавка и жилое помещение в 2015 году и затем прицерковная лавка и крестильня в 2020 году. The project of building the baptistry, 2015. On the photographs we see the church kiosk and living quarters in 2015 and then the church kiosk and baptistry in 2020.
Проект «Прицерковный зал», 2015 год. Старое здание прицерковного зала и строительство нового, 2011 по 2012 год. The project of building a new church hall in 2015. The old church hall building and the construction of a new one from 2011 to 2012. Собор как духовный центр. The cathedral as a spiritual center. Посещение собора митрополитом Иларионом, первым иерархом Русской Православной Церкви за границей. Visit to the Cathedral of Metropolitan Ilarion, first hierarch of the Russian Orthodox Church outside of Russia. Епископ Кливлендский Петр из США и Санкт-Петербургские иконописцы в соборе, 2014 год. Bishop Peter of Cleveland, USA, and the St. Petersburg icon painters at the cathedral, 2014. Освящение копий уральских знамен, июнь 2009 год. The consecration of the copies of the Ural banners, June 2009. Свято-Николаевский собор как центр культуры и истории. St. Nicholas Cathedral as a center for culture and history. День молодежи, телемост, выставки. Youth Day, teleconference and exhibition. Церковно-приходская школа, 2023 год. The Church Parish School, 2023. Международный форум «Уральские казаки в Австралии», февраль 2022 год. The International Forum Ural Cossacks in Australia, February 2022. Столетие последнего исхода русских из России, 1922 год по 2022 год. The 100th anniversary of the last exodus of Russians from Russia, 1922 to 2022. На пороге вечности. Белый лебедь Анны Павловой, февраль 2023 год. Мероприятие посвящено русской балерине Анне Павловой и встретившим ее в 26 и 29 годах прихожанам Свято-Николаевского прихода. On the threshold of eternity, Anna Pavlova's White Swan, this concert in February of 2023 was dedicated to the Russian ballerina Anna Pavlova and the parishioners of St. Nicholas Parish who greeted her in 1926 and 1929. За столетнюю историю Свято-Николаевского прихода было 7 настоятелей и помощников настоятелей. Over the 100-year history of St. Nicholas Parish, there were 7 rectors and assistant rectors. Протопресвитер Александр Шабашев, 1923 год по 1929. Protopresbyter Alexander Shabashev, 1923 to 1929. Иерей Адриан Турчинский, 1923 год по 1928. Priest Adrian Turchinsky, 1923 to 1928. Архимандрит Мефодий Шлемин, 1929 год по 1932. Archimandrite Methody Schlemin, 1929 to 1932. Протопресвитер Валентин Антониев, 1933 год по 1961. Presbyter Valentin Antoniev, 1933 to 1961. Протоиерей Николай Депутатов,
1961 год по 1981. Archpriest Nicholas Deputatov, 1961 to 1981. Иерей Григорий Малышев, 1959 год по 1964. Priest Gregory Malyshev, 1959 to 1964. Протоиерей Михаил Клебанский, 1982 год по 1998. Archpriest Michael Клебанский, 1982 to 1998. С 20 декабря 1998 года настоятелем является протоиерей Гавриил Макаров, ас грешный. И я рад сказать, что я пока что еще здравствую. From December 1998, the rector of St. Nicholas Cathedral has been proto-priest Gabriel Makarov. That is myself. And I'm happy to say that I'm still with the parish. От всего нашего прихода и от себя я рад всех вас приветствовать с этим великим торжеством столетия нашего прихода.